Добрый день, уважаемые зрители, подписчики и все те, кто посещает зал Шевченковского районного суда Львова и получит это видео в ближайшие часы. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я делаю прямое, открытое и подробное обращение ко всем участникам резонансного дела номер 466, дробь 12 967, дробь 24 об убийстве Ирины Фарион. Я не политик, не блогер-тролль и не представитель ни одной стороны. Я практикующий юрист, который уже много лет защищает презумпцию невиновности и требует от государства соблюдения закона. И сегодня я говорю то, что многие боятся сказать публично. Уважаемые судьи Шевченковского районного суда Львова, прокуроры Елена Данилев и Дмитрий Петлеваны, адвокаты Вячеслава Зинченко, Игорь Сулима, Владимир Вороняк и вся группа поддержки Мусихиной, потерпевшая София Особа и ваш адвокат Наталья Романок. Я обращаюсь к вам всем одновременно, потому что то, что происходит в этом зале, уже давно вышло за рамки обычного уголовного процесса. Это не просто дело об убийстве. Это дело, в котором логика, доказательства и здравый смысл поставлены под сомнение самими участниками обвинения. И главный удар по этой логике наносит одно единственное заявление, которое я сейчас разберу максимально подробно. Момент, который должен был вызвать ступор у всего зала еще на прошлом заседании, это заявление Софии Особы о гильзе, которая была в голове Ирины Фарион. София, вы заявили это публично после одного из судебных заседаний. И ваши слова разлетелись по всем СМИ и телеграм-каналам. Вы сказали, вы видели гильзу, которая была в голове моей матери. Давайте разберем это заявление по полочкам, потому что оно не просто абсурдно с точки зрения баллистики. Оно разрушает всю версию обвинения о мотиве национальной неприязни и общественной деятельности Ирины Фарион, которую вы так активно продвигаете. Ирина Фарион – известный лингвист, общественный деятель, человек, который всю жизнь отстаивал украинский язык как главный маркер патриотизма, идентичности и национальной гордости. Вы, София, неоднократно подчеркивали именно этот момент. Мать убили именно потому,
что она боролась за мову, за чистоту языка, за то, чтобы украинский звучал везде. Вы говорите, что это было убийство на почве национальной ненависти, связанное с ее патриотической позицией. Но вот парадокс, который ставит под серьезное сомнение всю вашу логику. Если убийство действительно произошло на почве национальной неприязни и было связано с общественной деятельностью вашей матери, то почему вы, ее дочь, в качестве ключевого доказательства или символа этого преступления называете гильзу внутри черепа? Это физически невозможно. Гильза – это латунная или стальная оболочка патрона, которая остается в оружии или выбрасывается наружу после выстрела. Она никогда не попадает в тело жертвы, тем более внутрь черепа. Это базовый закон баллистики, известный любому следователю, любому эксперту, криминалисту и любому студенту юрфака. Если вы утверждаете, что гильза была в голове, то вы либо повторяете чью-то подсказку, либо сознательно или неосознанно вводите в заблуждение суд, прокуроров и общественность. А это уже вызывает серьезное сомнение в логике всех ваших заявлений. Если ваша логика по такому простому и очевидному факту гильза внутри головы не выдерживает никакой критики, то как мы можем доверять вашей трактовке мотива убийства? Как мы можем принимать на веру утверждение, что Ирину Фарион убили именно за ее патриотизм и борьбу за мову, если ключевой символ этого преступления, который вы сами называете, это физически невозможная вещь? Вы говорите, что мова – это маркер патриотизма. Ваша мать посвятила этому жизнь, но когда вы сами используете заявление, которое противоречит элементарной физике, вы подрываете не только доверие к версии обвинения, но и к той самой идее, которую защищала Ирина Фарион. Потому что патриотизм – это не только громкие слова, это еще и ответственность за каждое сказанное слово. Особенно, когда речь идет о трагедии и о судьбе человека. Судьи, прокуроры, вы слышали это заявление. Вы приняли его к сведению. Вы провели экспертизу, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эту гильзу в голове. Или вы просто пропустили мимо ушей, потому что это не вписывается в вашу картину. Адвокаты Зинченко, почему на следующем заседании вы
не поставили этот вопрос ребром? Почему не потребовали официального разъяснения от потерпевшей и ее представителя? София, вы потеряли мать. Это огромная трагедия. Но когда вы делаете такие заявления, вы превращаете личную боль в публичный абсурд, который теперь разбирает вся страна. И это вызывает сомнение не только в вашей версии мотива, но и в том, насколько объективно вы, София, можете оценивать происходящее. Или, может быть, вы действительно видели эту гильзу в голове вашей матери? Объясните, пожалуйста, нормальным людям. Я продолжаю. Второе, что не дает покоя ни одному нормальному юристу. Это скандал за наследство. Всего за 2 дня до убийства. Соседи, свидетели, материалы дела все подтверждают. Между Ириной Фарион и ее дочерью Софией произошел громкий конфликт. Именно из-за имущества, из-за денег, из-за будущего наследства. Это не домыслы, это зафиксированные факты. Но в материалах обвинения вдруг оказывается, что это не имеет значения. София, вы требуете 15 миллионов гривен морального вреда и прямо заявляете, неважно с кого стребовать. Представьте, как это звучит для миллионов украинцев. Мать и дочь ссорятся из-за наследства, и через 2 дня мать убита. А дочь сразу выходит в суд с многомиллионным иском. Судьи, вы это игнорируете? Прокуроры, вы провели проверку по этому эпизоду? Адвокат Романек, вы защищаете эту позицию? Третье. Доказательства, которых физически нет. Ни пистолета, ни надежных ДНК следов. Первая экспертиза чисто. Вторую и третью переделывали. Портретная экспертиза Довженицы, который уже лишался лицензий и сделал заключение за 2 дня вместо положенных 2-3 недель. Совпадение всего 75-80%, а дарологическая экспертиза и ДНК-экспертиза противоречат друг другу. Осколок металла в голове и версия с пулей 9/18. Это не доказательство, это конструктор, собранный под одного человека. Четвертое. Процессуальные нарушения, которые кричат о недопустимости доказательств. Фото Ряженого изъяли не через выемку, а через осмотр. На экспертизу передали только фото Зинченко из 80 отобранных. Судья Невойт систематически отказывает в ходатайствах защиты. Доступ к правосудию блокируется. Все это прямо нарушает статьи 86-87 КПК Украины. Я, юрист Валерий Табаков, публично заявляю, в этом деле нет ни одного прямого и неопровержимого доказательства вины Вячеслава Зинченко. Есть только презумпция невиновности, которая сейчас растаптывается на глазах у всей страны.
И последнее, что я хочу сказать вам всем прямо в лицо. Если вы продолжите этот спектакль, вся Украина и мир увидят, как выглядит заказное дело в современном украинском суде. Судьи потеряют последние остатки доверия. Прокуроры войдут в историю как те, кто защищал абсурд. Адвокаты Зинченко, если не начнете работать жестче и не поставите все эти вопросы на заседании, тоже останетесь в этом кадре. София Особа и адвокат Романик. Вы рискуете превратить личную трагедию в публичный скандал, который затмит все. Я делаю это видео без гонорара от кого-либо, просто потому, что вижу, как убивают право. Если это видео наберет 200 тысяч просмотров за 3 суток, я сделаю следующий разбор еще подробнее, с полным разбором каждой экспертизы, каждой статьи КПК и каждого нарушения, которое уже пора квалифицировать как фальсификацию. А теперь я обращаюсь к вам, зрители и подписчики. Если вы за справедливость, если вы хотите, чтобы в Украине наконец-то работала презумпция невиновности, а не презумпция того, что кто-то должен сесть, ставьте лайк прямо сейчас, пишите в комментариях слово «ступор», делитесь этим видео везде, в чатах, в группах поддержки Зинченко, в телеграм-каналах, у друзей и знакомых. Особенно тем, кто сейчас в зале суда. С вами был юрист Валерий Табаков. Правда важнее эмоций, правда важнее громких заявлений, правда важнее всего. Подписывайтесь. Следующее видео будет еще жестче и еще подробнее. До встречи в следующем выпуске.